Друзья, всем привет! Сегодня пойдет интересная тема, хорошая перспектива открывается для украинских беженцев, которые находятся в Голландии. Есть хорошая пословица: кто первый в труде, тому слава везде. И как раз таки об этой пословице пойдет речь в этом видео. Поэтому, друзья, кому эта тема интересна, смотрите видео до конца, обязательно подпишитесь. Ну и вы будете владеть ситуацией. Итак, министр по вопросам убежища Голландии Маржолейн Фабер хочет предоставить максимально внесшим вклад украинцам возможность более длительного пребывания. О чем, друзья, идет речь? Смотрите, на европейском уровне сейчас официально согласовано и принято решение, что временная защита была продлена для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Что будет после этой даты, неизвестно. Закончится к тому времени война, не закончится, будут там переговоры, не будут, пока это все только обсуждается, и это все еще пока вилами по воде писано. Официально Европейский Союз пока еще не строит никаких новых планов на украинских беженцев после 4 марта 2026 года. И вот министр по вопросам убежища Нидерландов, она над этим задумалась и официально уже внесла в парламент, в комитет предложение. Предложение касается того, что необходимо, она считает, разработать национальную альтернативу, то есть внести изменения в национальное голландское законодательство для будущего украинских беженцев, которые находятся в Голландии после окончания временной защиты, чтобы люди понимали, к чему стремиться. То есть сейчас прекрасно все понимают, и в Германии точно так же, я вот общаюсь, мне говорят, что подожди, 4 марта 2026 года, а что будет потом, неизвестно. То есть все живут в неизвестности, понимаете? Вот. Такая же ситуация и в Нидерландах. Так вот, она говорит, давайте мы людям дадим и покажем, что те, кто работает, пожалуйста, вот вам зеленое, вы сможете спокойно, не переживайте, вы сможете спокойно и остаться, никто вас выгонять не будет, вы останетесь и после 4 марта 2026 года проживать и работать в нашей стране. Она говорит, что это будет касаться только тех украинцев, которые работают однозначно, которые платят налоги, сами себя обеспечивают и от голландского правительства не получают ни копейки. Таким образом, они вносят своим трудом большой вклад в развитие экономики, в развитие общества, и им, конечно же, надо предоставить возможность долгосрочного пребывания на территории Голландии. Правительство задумывается о регулярном виде на жительство для украинцев, которые хотели бы остаться здесь в ближайшем будущем. Не все имеют на это право. Фабер пишет, что такой статус должен оставаться действительным до тех пор, пока они находятся здесь и вносят максимальный вклад в наше общество и экономику. Также она приводит пример несколько государств Европейского Союза, которые уже на национальном уровне приняли изменения в свое законодательство касательно украинских беженцев и касательно их дальнейшего пребывания после окончания временной защиты. Какие-то страны — это Польша, Австрия, Чехия и Румыния. То есть есть законодательство, смысл общий такой, там плюс-минус какие-то, оно там отличается друг от друга, но посыл следующий, что если ты украинский беженец, если ты работаешь, там, например, в Австрии год надо проработать на себя, в Чехии 2 года, ты работаешь и от государства, от правительства не зависишь, то есть ты своим трудом вносишь, платишь налоги, сам себя обеспечиваешь и свою семью, то, пожалуйста, когда окончится временная защита, ты пишешь заявление, простыми словами, там подал 2-3 документа, и тебе дают сразу вид на жительство на 3 года. Вот эти выше мной перечисленные страны уже приняли такое законодательство. И там украинцы уже понимают план, что им нужно делать. То есть те украинцы, которые не хотят возвращаться в цветущую демократию обратно на родину. То же самое хочет сделать и предлагает сделать и министр по убежищу Нидерландов. Таким образом, эти страны намеренно удерживают у себя самых продуктивных украинцев, считают в институте Клингендаль. Например, может быть выгодно интегрировать как можно больше молодых украинцев на рынок труда. То есть произойдет, скажем так, отбор. Кто работает, кто в состоянии
кто трудоспособный, кто в состоянии себя обеспечивать, пожалуйста, оставайтесь. Вы нам приносите пользу экономике, вопросов нет, оставайтесь. Те, кто не может, те, кто безработный, на выход, до свидания, вы нам не нужны. Вот и все. Обычный прагматический подход. Напомню, в Германии ситуация чуть похуже. Почему? Потому что, например, в Нидерландах всего находится под временной защитой 126 тысяч украинских беженцев, 126 тысяч, да? В Баварии только 150, вот. А в Германии находится 1 200 000. Как и в Германии, так и в Нидерландах тоже был проведен опрос среди украинских беженцев, а хотят ли они оставаться в Нидерландах после окончания войны, после окончания временной защиты. И как вы думаете, друзья? Ответ следующий. Более 80% украинских беженцев, которые находятся в Нидерландах, они не хотят возвращаться после окончания войны, после окончания временной защиты на родину. В Германии похожая ситуация. В Германии точно такой же был проведен опрос. Более 65% показало, что не хотят возвращаться после окончания войны на родину граждан Украины из Германии. Это только в цветущей демократии. Украинские институты, там, по-моему, Разумкова, я читал, показывает, что да, 75% хотят вернуться назад. Вот буквально я читал опрос в декабре месяце опубликован. Ну, понимаете, да? Просто нельзя это принимать, эти все опросы, потому что там бред написан такой, что и так далее. Вот немцы и голландцы провели, вот вам реальные результаты. Вот этим опросам я верю. То, что там в Украине институты рассказывают, я не знаю. Например, у меня доверия нет. 75% пишут, что хотят вернуться. Ну, о чем вы говорите? Возможно, в Германии примут точно такое же, похожее, аналогичное решение. Да? Но если будет приниматься такое решение, то это решение будет касаться только тех, кто работает, и только тех, кто себя обеспечивает. Я тоже об этом уже снимал ролики. Но пока таких разговоров нет. Даже рядом нет. Никто об этом даже из политиков не заикается. То есть пока нет. То есть приходится только прогнозировать, что возможно они там к середине лета и будут. Да, там. Но пока нет. Поэтому, друзья, опять же обращаюсь к тем из вас, кто находится в Германии и кто не хочет возвращаться после окончания войны на родину, кто хочет остаться, жить и работать в Германии. Друзья, неважно, подтвердили вы свою квалификацию, профессию, не подтвердили. Ваша задача первая — это устроиться в Германии на работу и самим себя обеспечивать. То есть идеальный вариант — устроиться, чтобы вы вообще от государства не получали никаких пособий. Неважно на какую работу. По специальности это будет или не по специальности. Потому что если будут в Германии принимать такое же решение, аналогичное, да, то это будет касаться только тех, кто работает и кто сам себя обеспечивает. Потому что безработные и бездельники, они никому не нужны. Поэтому, друзья, устраивайтесь на работу, время не так осталось много, остался там год, грубо говоря, пролетит очень быстро, поэтому находите работу и работайте. Ну и, соответственно, тоже изучайте все моменты, как перейти, как сменить в Германии другие основания, там, получить другие рабочие параграфы, да, после 24-го. Готовьте также документы, чтобы они тоже у вас были в порядке. Да? Как и с Украины у вас должны быть документы в порядке с апостилями, так и в Германии. Если вам интересно, какие документы необходимо вам подготовить, чтобы вы могли легализоваться в любой стране, неважно, это Германия, там Австрия, неважно, в любой стране. Пожалуйста, вот вам моя электронная почта, написали мне письмо: Роман, вышли мне список документов, обязательно телефон указали, имя, я вам выслал список документов, и если нужно будет, какие-то будут вопросы, я вам перезвоню и бесплатно вас проконсультирую. Вот и все. Но вы уже должны готовиться. Причем это делать уже надо как можно быстрее и очень серьезно заниматься этим вопросом. Потому что время пролетит очень быстро. Как вы думаете, друзья, пойдет Германия по такому пути? Будет специально под украинцев менять законодательство, чтобы работающих оставить после окончания войны у себя? Или все-таки не будет менять законодательство и оставить все так, как было? Напишите свое мнение в комментариях.